Всем привет! Вы на канале Лейсан. Сегодня хочу рассказать, какие у меня были побочные эффекты на кето-диете. Кто смотрит меня первый раз, я за месяц похудела на 5 килограмм, не испытывая абсолютно никакого голода, хотя у меня плюс интервальное голодание. Кето-диета строго ограничивает потребление углеводов, увеличивая при этом количество жирной пищи. Распространенным кратковременным побочным эффектом кето-диеты является кето-грипп, который включает в себя такие симптомы, как усталость, тошнота и головные боли. Еще раз говорю, кратковременным. И кето-диета может вызвать проблемы со здоровьем у некоторых людей, но я себя прекрасно чувствую, даже намного лучше, чем раньше. Для большинства людей кето-грипп – это кратковременный побочный эффект, который может пройти в течение нескольких дней или недель. Употребление достаточного количества жидкости и электролитов может облегчить симптомы. Если симптомы не проходят, лучше проконсультироваться в этом случае с врачом. Также минимизировать риски побочных эффектов кето-диеты. У меня лично вообще никаких побочных эффектов не было. Во время адаптации пейте больше воды. Норма при кето-диете увеличивается. Я, например, пью не менее 2 литров воды в день. Употребляйте пищевые добавки. Это, например, натрий, калий, магний, ну или электролиты просто покупайте. Норма натрия 5,7 граммов, калия 3,500 миллиграммов, магния 310 миллиграммов примерно. Опять-таки это столько, сколько принимаю лично я и чувствую себя отлично. Начинайте утро с упражнений низкой интенсивности. Идеальный вариант – прогулка на свежем воздухе около 60 минут, например. Я провожаю своего ребенка до школы и обратно иду домой. Мне этого пока еще достаточно. Со спортом я не занимаюсь и вообще не люблю спорт. А дальше видно. Если куда-то пойдете, не забудьте взять с собой бутылку воды с добавленной в нее щепоткой морской соли. Это, кстати, тоже очень хорошо помогает. Такая практика поможет избавиться еще от неприятных симптомов кето-гриппа. Еще обязательно добавьте в рацион побольше овощей и зелени. Больше всего клетчатки в свежей капусте, брокколи. Пока сезон, я ем помидоры, огурцы. Главное, чтобы в продуктах не было крахмала. Также я еще иногда добавляю в свои кето-десерты, кето-хлеб, клетчатку, которая продается в магазине. Какие противопоказания у кето-диеты? Абсолютные противопоказания следующие. Это сахарный диабет. Кето-диета серьезно влияет на выработку инсулина. Беременность также замедляется рост и развитие плода. Заболевания ЖКТ, печени, почек, увеличивается нагрузка на пищеварительную и выделительную систему. Безопасная и нормальная перестройка обменных процессов и метаболических схем возможна только у здоровых людей. Лактация – абсолютное противопоказание. Кето-диета может снизить секрецию молока. Побочные эффекты от кето-диеты носят временный характер. Не стоит им удивляться или пугаться, и уж тем более отказываться от плана питания. Но если у вас есть какие-то хронические проблемы со здоровьем, пройдите полное медицинское обследование. Лично я, опять-таки, никакого медицинского обследования не проходила, анализы я не сдавала. Меня, в общем, все устраивает. Кето-диета – это единственное питание для похудения, которое, мне кажется, мне подходит. Честно говоря, я просто в восторге. Напишите в комментариях, как худеете вы, пробовали кето-диету когда-нибудь или нет, какие у вас были побочные эффекты. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока.